Знаете, друзья, мне кажется, ехать навстречу небоскребам – это никогда не надоедающее занятие. Первый рабочий день недели, иду в офис. Пойдемте покажу, как у нас все устроено. Теперь можно заценить. Такой вот у нас офисик. 70 квадратных метров суммарно. Ахмед, what does it mean, inshallah? Помните, был выпуск из Америки про Convenience Store? Очень нашел похожий формат в Дубае, называется Zoom. Приехал сдавать анализы. Нужно доказать, что ты здоров. Today we will discuss our usual weekly things about main metrics and so on. Все охуенно. Друзья, привет! Добро пожаловать в шестой выпуск про наш сериал по захвату Дубая. Я в очередной раз сюда прилетел. Сегодня 18 февраля, и в этом выпуске мы проводим здесь с вами до 1 марта. Покажу собрание с сотрудниками, weekly traction meeting, пару ресторанов, пару магазинов и еще некоторые обстоятельства дубайской жизни. Сейчас мы с вами находимся в GLT. Здесь так все очень хорошо, вокруг озера небоскребики. Я сейчас стою прямо напротив строящегося ресторана. Я его только что заметил и решил символично начать выпуск именно в нем. Вот этот ресторан, opening soon, и оттуда слышен звук стройки. Это как раз таки тот самый клиент, который явно нам нужен. Ну и еще перед началом выпуска хотел бы показать вам немножко достижений отечественной диджитализации. Я привез с собой сюда из России Atol Optima, такой небольшой планшет-моноблок. Я считаю, что за железками такого размера, такого формата будущее, потому что он меньше, чем моноблок, но сильно лучше, чем планшет. Будем организовывать поставки атоллов в Дубае из России. Вот. А также мы в России уже давно пропагандируем, что официанты должны регистрироваться на фронте через отпечатки пальцев. И считыватели отпечатков пальцев я тоже с собой привез. Мы их здесь уже штук 10 поставили. Клиентам это очень нравится. Не смогли, к сожалению, найти здесь совместимые с нашей системой, поэтому приходится возить из России. В общем, если вы тоже все еще авторизуетесь на фронте магнитной карточкой либо пин-кода, то это в прошлом, знаете, это можно делать по отпечатку пальцев, и это очень круто работает. В общем, поехали. Уже идем в итальянский ресторан, который открывается в марте. Напоминаю, что сегодня 18 февраля. Самое время с этим рестораном поговорить про диджитализацию. Пока они сверлят шурупы и, в общем-то, скорее всего, об этом не задумываются. Но обычно для нашего бизнеса лучше всего начать общение именно на этой стадии. Это вот Almas Tower, она сопоставима по размерам с небоскребами Москва-Сити, тоже там 55-60 этажей. Это главное здание DMCC фри-зоны, в которой мы находимся, в которой у нас офис. Это главное административное здание. Я туда сейчас хожу каждый день, почти как на работу, чтобы закончить процесс по документам нашей компании. Наверное, чуть попозже попробую вам записать о том, с какими сложностями нам здесь пришлось столкнуться. Соответственно, поселился в этот раз вокруг этого же озера. Видите, тут такое красивое озеро. И вот, собственно говоря, есть это административное здание. С одной стороны от него у нас башня с нашим офисом, с другой стороны от него башня с нашей, с квартирой, где я в этот раз поселился. Взял с собой семью, надоело от них уезжать на 2-3 недели. В этот раз мы вместе. Они тут пока развлекаются, гуляют, наслаждаются хорошей погодой. Знаете, друзья, мне кажется, ехать навстречу небоскребам – это никогда не надоедающее занятие. Каждый раз наслаждаюсь. Доброе утро, друзья. Воскресенье, первый рабочий день недели. Иду в офис. Пойдемте покажу, как у нас все устроено. Теперь можно заценить. Такой вот у нас офисик, 70 квадратных метров суммарно. Кстати, вот чем плохие низкие этажи небоскребов, что только снаружи все красиво, а изнутри окна вечно грязные, и ничего там хорошего особого нет.
В офисе каждой IT-компании должен быть такой шкаф. Он абсолютно не нужен в современном мире, но он почему-то всегда есть. Еще у нас есть тут небольшая кухонька. Здесь в итоге сделали комнатку для собраний. And here for the sales team, for you gentlemen, it's clear. You know what exactly you will do. For the technical guys, you will be responsible. And for waitresses, we need 2 waitresses. Leo, he has an idea that we can penetrate one of our customers. If they can send us all 2 waitresses. Nobody will give you his stuff. This is my job. I will find 2 ushers. For how many days? 3 days, 4, 5, 6. In the same group which you and Leo on. Yeah. Just write down. I need 2 waiters for 4 days for an event. That's it. I wrote to this Almas Pastry. It's Russian kitchen. They make conditori for restaurants. And to catering bakery too. I wrote them the suggestion to join us on our stand with waiters, cakes and so on. So they can support. They thinking about it, maybe yes, but we have to ask another our clients because if clients is selling something to restaurant, for example, catering bakery is selling franchise, Almas Pastry is selling conditori. So we have the same audience. They need to go because think about maybe someone who's selling franchise or your guys from supplier which we discussed yesterday. Yes. So we are ready to collaborate here. Okay. And concerning all media printers, brochures, business cards, I am working on, and I'm working also with Moscow marketing team concerning the campaigns for the social media and the artwork for the banners and everything. And concerning one of the most important objective from this meeting today, we need to discuss the promotions. What we will do in the exhibition, what promotion we will give. Кстати, друзья, я, похоже, впервые оказался днем в нашем офисном дистрикте. Вот это вот золотой дом, в этом доме у нас офис. Я теперь понял, почему она называется Gold Tower. Мне было это не очень понятно, потому что в темноте не видно, что она золотая. При свете дня видно, что она реально золотая. Помните, был выпуск из Америки про Convenience Store, про C-Store? Если не помните, посмотрите, вот сейчас ссылочка появится обязательно. Короче, нашел похожий формат в Дубае, называется Zoom. Сейчас я туда зайду и покажу вам изнутри. Обратите внимание, там есть стойка для сбора заказов на доставку от Instashop, от посредника. Там есть и готовая еда, и кулинария, и еда, упакованная в коробочках, и даже пару столиков, и, в общем-то, полноценный ритейл. Такой очень приятный C-Store. Пойдемте посмотрим. Друзья, почему мне очень сильно нравится формат Convenience Store, который мы проповедуем в стрит-маркете? На мой взгляд, этот формат объединяет все преимущества ритейла и ресторана и убирает недостатки и ритейла, и ресторана. Мы сейчас активно масштабируем компанию стрит-маркет. На данный момент у нас уже 6 точек. 7-я точка по франшизе откроется в Екатеринбурге по весне. И мы хотим суммарно по франшизе в Екатеринбурге до лета открыть 4 точки. Одна у нас уже есть, и мы ищем еще 3 партнеров, с которыми хотим посотрудничать в рамках нашего бренда. Если у вас есть в Екатеринбурге действующий какой-то объект, ресторан или магазин, и вы не совсем довольны его метриками, то напишите мне куда-нибудь в личку или в комментарии, я с вами свяжусь. Давайте с вами встретимся и обсудим, что изменится в вашем бизнесе, если переделать ваш объект под стрит-маркет. В общем-то, практика показывает, что эффективность бизнеса сильно возрастает, прибыльность увеличивается, и все счастливы. Поэтому, если вы сейчас работаете в какой-то франшизе и вас не все устраивает с точки зрения метрик, напишите мне, давайте об этом поговорим. Я очень ищу партнеров именно в Екатеринбурге, потому что у нас здесь есть фабрика кухня, наш бизнес очень сильно на нее завязан, в других городах мы пока не готовы. То есть речь идет только о Йобурге, ну и его близлежащих окрестностях. Погнали дальше. Из интересного, вчера в этом магазине купил карточку, чтобы пополнить телефон на 2000 рублей примерно, и они перепутали провайдера.
дали мне карточку там, не МТС, а Мегафона. Вчера приходил, они сказали, не, поменять нельзя, типа, чувак, сам виноват, что не проверил. Но сегодня я пришел, босс с менеджером магазина и моментально все разорил, без проблем поменял. Сказал, что он верит, что я ее не использовал, потому что проверить не может. И, короче, просто молча поменяли. Вот, уровень доверия в Дубае такой в бытовых вещах хороший. Ладно, я подхожу к бытовому нашему административному зданию. Сейчас пойду делать всякие разные документы, не переключайтесь. Приехал сдавать анализы. Нужно доказать, что ты здоров, если хочешь визу. Хорошо, что я купил VIP-пакет, похоже, без очереди. В общем, сдал анализ крови из вены и X-ray. Не знаю, что это, наверное, флюорография. Вот завтра обещали результаты, заодно узнаю, что они думают о моем здоровье. Спасибо большое, что досмотрели это видео до середины. Не переключайтесь, дальше будет много и тоже интересной информации. А сейчас я хотел бы обратиться к вам, мои дорогие подписчики. Если вдруг вы открываете ресторан, или управляете, или работаете в действующем ресторане, то всем подписчикам моего канала я готов сделать бесплатную личную часовую консультацию на тему диджитализации вашего ресторана. Под видео есть ссылка, по ней можно зарегистрироваться на эту консультацию. Дальше мы с вами свяжемся и все организуем. Еще раз повторюсь, для подписчиков канала консультация бесплатна. И за этот час я вам покажу основные точки роста, где вы абсолютно без затрат и ничего сильно не меняя, можете неплохо изменить свои метрики эффективности в ресторане. Today we will discuss our usual weekly things about main metrics and so on. But let's start firstly with the agenda. Do anyone have some things to add? Yes, I need to add to take an opinion concerning Expo Culinary. About Expo. Mm-hmm. Something else? We need to add different language for our support. I can tell a very brief about Gulf food. Gulf food, okay. Okay, so we will return as usually at the end of the meeting here. Now let's go on. So first of all is about marketing and sales. Slide 8, it's our lead generation. As you see, last 2 weeks was very productive. We launched Instagram and Facebook advertisement. Last 2 weeks, it's more than 30 leads per week. So it's a very nice result. And as you remember, we need to provide as more feedback as we can to our marketing team. So next slide is about cost per lead. It's a very important metric because leads are costly, as you know. Now it's less than 100 per lead. So it's really very good. Because sometimes in Russia, in Moscow, we pay $100 per click, not per lead, per click. Page number 10, it's about leads generation metrics, Google Ads and SMM. So there was 34 leads and 23% of them comes to deals. So about cohort of 10 till 16 of February, it's previous week. We had around 27 leads. Conversion is very good also. It's 18. When we will check this cohort, these leads next week, conversion will be more because some of these leads are still in the process. Next point is about leads by status. Now we have 86 leads. It's only fresh leads, not old things, but only fresh. Next point is about big deals technology, which we discussed last time. Till previous week, we created some document. We gathered all experience from Russian team about how did they found first big clients. So we have a lot of good ideas in Russian. And our translator now is working on to translate to share it with you. 15 slides, it's about our new contract with our partners who will generate leads for us. We have to sign up contract with them on this week and start. So 18 page, it's MRR, it's monthly recurrent revenue. It's our main metric, it's our main goal, it's our gut, it's everything. So now we have more than 10,000 monthly recurrent revenue. It's a very, very good result on third month. So let's go on. We have a lot to discuss because it's daily sales activities. Here is the report for last 3 weeks. So we are falling down. Here, let's discuss what's happening, what's the reasons, and so on. For my side, I was so busy with other things, with other stuff. Like I have done some training and the implementation for some customers, which I don't have any time to arrange meeting or call customers. Second thing that I already was arranged some meetings and I was focusing to finish them. You are actually right, but we have to keep our level.
of calls and meetings, or you will fall down in future about revenue. We need your advice. Yes, my suggestion is to set up just for you, not to me, not to team, just for you to set up and to share these weekly goals belong to this metrics. Just plan. I will make 50 calls, arrange 5 of them, blah, 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 blah. Just to compare at the end of the week. How was your week? It was very nice, effective, and alhamdulillah we have like 4 new customers. Last week was better, but inshallah this week will be much better. Ahmed, what does it mean, inshallah? Inshallah that we are asking Allah to help us to achieve more. How it's related to responsibility? Does it mean that you are not responsible for your life or not? For sure we are responsible, but we are believing God. Okay, you are doing your best and you're doing all your efforts. In the same time, you're asking the God to help you, to support you, to get more and to achieve more. Cool religion, I like it. Yeah. What about you, Sabri? What did you learn from yesterday meeting? It was very nice, yeah. Well, we had a deal already. I Yes. sent to him the proposal today and he confirmed it. And in the end, the customer actually was not interesting about the system at all. He's just interesting that he can deal with someone he can trust. We can let the customer trust us by the many ways, like we are on time, we never lie, we are talking with them by very good way. Customers like this attitude. So he will be very interesting to sit with you, to talk with you, and to work with you also. They want to talk with him like he is a big boss. So any client, even if he is very small, you have to talk with him as he is the yes, boss. exactly. It was exactly. like my yesterday mistake Yes, with this yes, lady, exactly, exactly. He felt that you are not interesting about him. You talk with him like 2-3 minutes, and he's not willing to that. He need you to talk with him like 10-15 minutes, and we can do this, and blah blah blah. Че, ребята, а у вас там как неделя прошла? Все Ладно, на этой ноте и закончим эту поездку. Ну что, друзья, сегодня 1 марта, и мы заканчиваем эту дубайскую командировку. Завтра утром я полечу в Черногорию на ежегодную конференцию диджитализаторов ресторанных от компании Айка. В этот раз она будет за рубежом. Приедут много зарубежных партнеров, обещают транслировать все выступления на английском. Ну и я, как обычно, тоже буду выступать, расскажу как раз таки про свои дубайские приключения, чего удалось здесь достичь, чего не получилось, что было хорошо, что было плохо. И в целом главный вывод этой поездки, что никакого блицкрига по завоеванию Дубая у меня не получилось, к сожалению. Поэтому в следующий раз я сюда переберусь уже с семьей, уже надолго, на несколько месяцев, чтобы окончательно раскачать наш филиал. В прошлом году с конференции Айка я тоже вел свой репортаж. Кстати, посмотрите этот выпуск, если вы еще не смотрели, это было в Сочи. И в этот раз я буду передавать не содержательную часть, наверное, не то, что будет происходить на сцене, а я буду взять интервью ключевых российских и особенно зарубежных диджитализаторов для того, чтобы обменяться опытом, ну и показать вам, как выглядит наш бизнес изнутри, почему мы очень любим рестораны, что мы имеем в виду, когда говорим слово диджитализация, и как дальше мы планируем делать все вместе рестораны лучше.